Всем доброго дня! Сегодня я вам расскажу, как правильно поливать плодовые деревья. Для этого шланг опускается в стеклянную банку любого размера. И затем мы даем совсем слабый напор. Таким образом осуществляется глубокий полив в течение 50 минут 1 часа. Этот способ хорош тем, что влага доходит до мелких корешков, которые расположены на глубине около 1 метра. Поверхностным поливом мы такого эффекта не достигнем. Это достигается только методом глубокого полива. Этот метод можно даже приравнять к капельному поливу, так как и при капельном поливе, и при таком способе вода очень долго достигает корешков, которые расположены на глубине 1 метра. Чем этот способ отличается от поверхностного? При поверхностном поливе мы просто сверху выливаем ведро воды в лунку. При этом влага не доходит до мельчайших корешков, которые расположены на глубине около 1 метра. А вот в случае вот этого метода в течение 1 часа или даже больше вода потихонечку достигает кончиков корней. И именно тогда дерево получает все свои питательные вещества. Этот метод я стал практиковать год назад, когда меня этому научил мой племянник. До этого я просто выливал ведро воды сверху, там не одно, а 2-3 ведра. При этом размывалась корневая шейка, вот это место. Вот результат полива тем методом, о котором я только что вам рассказывал. Вот смотрите, сколько я деревьев полил за ночь. В среднем на одно дерево уходило примерно от 50 минут до 1 часа. Итак, все готово к поливу. Мы установили конец шланга в пол-литровую банку. С этим способом я вас уже знакомил. Вот пошла вода потихонечку. То есть мы кладем шланг в банку для того, чтобы не размывать корневой слой. И, соответственно, вода не доходит вот до места, где у нас холмик над корневой шейкой. Таким образом, вода должна достичь до глубины примерно 80 сантиметров 1 метра. Это так называемый глубокий полив, который обязательно надо осуществлять 1 раз в месяц. То есть не давать поверхностно 2-3 ведра, но здесь примерно должно уйти около 60-70 литров на одно плодовое дерево. В таком случае мы доставляем все питательные вещества до мелких корешков дерева, которое находится, опять же, на глубине 80 сантиметров 1 метр. В среднем на одно дерево у нас уходит около 50 минут 1 часа, если напор воды будет очень слабый, вот как сейчас. В течение полива я буду переставлять шланг в другие лунки, затем возвращать на место. Так буду делать 3-4 раза. Вот прошло примерно 10 минут, я переставляю шланг в другую лунку. То есть я по мере заполнения лунки перекладываю шланг в другую лунку. В течение 3 часов примерно я полью эти 5 деревьев, может чуть дольше. Затем придет очередь остальных 5 деревьев. Таким образом, на полив 5 деревьев у меня уйдет около 3 часов, и остальные 10 деревьев еще 6 часов. Таким образом, полив займет около 9 часов. Итак, у нас уже почти 11 вечера, и мы наконец-то закончили поливать первую 5. Первым признаком завершения полива является то, что вода уже так быстро не уходит. Видите, она немного стоит. Соответственно, дерево насытилось влагой, и мы можем спокойно переходить к очередной 5. Итак, начинаем полив очередной 5. Примерно к 2 часам ночи мы должны полить вот эти 5 деревьев. Итак, время 2:08. Политы очередные 5 деревьев из второй 5. Деревья получили хорошую влагу, вот даже вот вода стоит еще пока. Переходим к следующей 5, 3-й по счету. У нас уже рассвело, как раз мы закончили полив этих 4 деревьев к 5 часам утра. Очень советую вам и рекомендую этот способ полива, потому что летом стоит аномальная жара, и, конечно же, деревьям нужен именно глубокий полив.